Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале «Русский с Максом», на самом лучшем канале для тех, кто изучает русский язык. И, пожалуйста, включите субтитры, какие вам нравятся, если вам нужно. И хочу вам сказать, что если вы присоединитесь к нашей membership-программе, то у вас будут транскрипции для видео, для подкастов. Вы будете видеть объяснения и перевод новых слов. У вас даже будет практика говорения. Да-да, это все есть в membership-программе, там внизу в описании. А мы сегодня с Юлей хотим поговорить о нашем прошлом, а конкретно о том, как мы с Юлей проводили лето, когда были, детьми или маленькими. Да, когда учились в школе, и у нас были каникулы. Да, что мы делали на каникулах, на летних каникулах. Юля, что чаще всего ты делала на каникулах? Куда-то ездила или оставалась в городе? Да, ты жила в городе, я жил в городе, да. Но что ты делала чаще всего? Я жила в Москве, а на каникулы меня обычно отправляли к бабушке с дедушкой в Подмосковье. Угу. То есть на дачу? Не совсем на дачу, потому что дача у нас была, но туда мы ездили на выходные, а бабушка с дедушкой жили в маленьком городке, возле там лесов, да, неподалеку от дачи, обычно я проводила время в этом городке. Угу. То есть ты из большого города ездила в маленький город? Да, такой маленький лесной городок. А там было, например, озеро, чтобы купаться? Нет. А там был лес, чтобы гулять? Да, там был лес, чтобы гулять, грибы собирать можно было в лесу. Ты ходила в лес, собирала грибы? Да, иногда мы с дедушкой ходили в лес собирать грибы. А что вы еще обычно делали с бабушкой и дедушкой там? Да, на самом деле... Я просто много там гуляла. Одна? Да, потому что это безопасное место. Если в Москве меня не отпускали гулять одну, то в городке можно было гулять одной, поэтому я много гуляла и очень много читала вечерами. Я помню, что я привозила с собой какие-то книжки, когда они заканчивались. У бабушки с дедушкой такая большая библиотека была, то есть много книг было дома, и я читала что-то еще из этих книг. То есть ты гуляла и читала? Да. Ты допустим, гулять с друзьями? У меня не было там друзей. Да? Да, поэтому я преимущественно гуляла одна, не знаю, помогала, там были собачки, я их подкармливала, бездомных собачек. Подкармливала бездомных собачек? Да, они меня даже запоминали, узнавали, но вот в городке у меня друзей не было, все мои друзья были в Москве. Интересно как. То есть, по сути, у тебя было такое время, не знаю, время для того, чтобы провести с собой. Получается, что так, да, потому что ни в городке, ни на даче, как-то так получилось, что друзей не нашлось, да я и не искала их. Тебе было абсолютно нормально быть одной, ходить одной, читать? Да, мне было абсолютно нормально, но это были времена без социальных сетей, поэтому мы не могли общаться с друзьями онлайн, теми друзьями, которые были в Москве. Поэтому потом просто мы встречались в конце лета уже в Москве и обсуждали, кто как провел лето. Прикол. А что у тебя? Как ты проводил каникулы? Я чаще всего каникулы проводил в поселке в Ленинградской области, где я потом жил, откуда у меня есть множество видео, друзья. Везде, где на видео я говорю, что я в Ленинградской области, вот это то самое место. Поэтому я жил там, и у меня другой немножко опыт, потому что я там очень мало читал, я там практически не читал. Вместо этого я слушал музыку, рок и панк-рок я начинал слушать там. Сколько тебе было лет?
ну, сколько там, ну, где-то 5-й, 6-й класс, Ну, то есть это 7-й класс. 10, 11, 12 лет. 10, 11, То 12, есть да. панк-рок ты начал слушать в 10 лет. Король и Шут, конечно. Конечно. Пьяный дровосек тащился по лесу. Да, кукла-колдуна, да. Вот, да. То есть я не читал, очень, я читал, но я читал мало, реально. Были книги, но мало. Поэтому было больше панк-рока, было куча друзей, наверное, ну да, наверное, больше друзей, чем в городе, возможно. И мы постоянно проводили время, где-то гуляли. Однажды мы построили дом на дереве, например. Мы сначала построили дом на земле, такой шалаш, и я сделал там место для костра, и наш дом сгорел. Конечно. Вот, потом мы построили дом на дереве. И ты снова сделал там место для костра? Нет, там я не делал место для костра, вот, и поэтому так. Ну, то есть... И там было множество озер, лесов. Да, мы ходили купались, мы ходили гуляли. Меня там отпускали одного. И, не знаю, лет с, наверное, ну, с 9-10 я спокойно сходил гулять там на озера куда-то еще. Ну, купаться разрешали только со взрослыми, но в целом гулять с друзьями везде мы гуляли. Отпускали, да? Да. Вот. А мы еще на каникулах, родители брали отпуск, летом, отпуск 2 недели, и на это время мы достаточно часто ездили, почти каждый год на море. Почти каждый год на море? Ну, почти каждый год, да. Мы ездили, как правило, мы летали в Турцию. Москва! Мы, простые люди из Санкт-Петербурга, не ездили на море. Первый раз я оказался на море, знаешь, когда? Когда? Это было до поступления в университет, то есть это был 2005 год. И это была Польша, это было Балтийское море. Оно было жутко холодное, я туда вот окунулся и все. Ого. А после этого на море я был через 2 или 3 года, и это было Черное море, теплое, красивое, и вот такой у меня опыт. Ну вот первый раз на море я была лет в 5 или в 6, и это было Черное море, но это была осень, и я помню, что было холодно, мне не разрешали купаться, и фотографии с пляжа у меня в куртке и в штанах, потому что был холодный сентябрь. Вот, а потом мы несколько лет подряд каждое лето летали в Турцию, где было жарко, было теплое Средиземное море. Москва! Зато я в озере искупалась впервые лет в 28. Кстати, да, очень уникальный факт для меня, что я все детство провел в озерах, купался в озерах, в реках, чаще в озерах, а Юля впервые искупалась в озере вместе со мной в 28 лет. Да, в 28. Это было там, не знаю, 2 года... Уже 3 года назад. Может быть, в 27, неважно. Ну, окей, да, в 27 лет. То есть, как? С другой стороны, я увидел море только в 2005, это сколько мне было тогда, получается? Лет 17? Лет 17, да, так и было, лет 17. Ну вот, у всех разный опыт летних каникул. Да, вот, забавно. Окей, а какие еще варианты были у тебя, вот, поехать в маленький городок, периодически вы ездили на дачу. Да, каждую неделю. Каждую неделю, да. Затем вы ездили на море, да. в Россию и за границу. Да. Что еще? Было еще что-то? Ну, еще, на самом деле, было просто оставаться в Москве. Вот. Потому что в России распространены летние детские лагеря, когда ребенок там на 2 недели, на 3 недели уезжает. А иногда и на
месяц, на 2 месяца. Ну, да, если на несколько смен, уезжают в детский лагерь, в специальное место, где детьми занимаются педагоги, там всякие развлекательные программы. Спорт часто. Спорт, да. Но вот несмотря на то, что во взрослом возрасте я много-много лет работала в детских лагерях, ребенком я в лагере не была ни разу. Я тоже никогда не ездил в лагерь. Вот, а потом я просто решила, что я хочу там работать. Не знаю, как так вышло, но в лагерь я не ездила, на самом деле, потому что не хотела. Мне кажется, мне предлагали родители, но я не хотела уезжать куда-то. Ты не очень была социальная, да, такая, как сказать, социальная? Нет, социальная плохо сказать. Ну, на русском так не говорим. Да. Общительная. Да, ты не очень была общительная. Может быть, но у меня всегда были друзья. То есть я никогда не была волком-одиночкой, но да, мне не хотелось куда-то уезжать далеко от родителей, поэтому если не в городке, не на даче, там, не знаю, не в отпуске на море с родителями, то я оставалась в Москве, но в Москве, насколько я помню, мне не разрешали гулять. Кошмар. Как так? Опасно. Блин, ну, в Питере тоже было опасно, извини. У меня были там иногда проблемы, кто-то там побил меня, кто-то отобрал деньги, еще что-то. Были такие вещи, но почему-то... Но ты все равно ходил гулять. Но почему-то все равно меня отпускали гулять. Блин, ну это школа жизни. Понятно, что сейчас ситуация лучше, чем была тогда. Ну, я думаю, да. Однозначно. Но... Не знаю, ну это какая-то... Ну, то есть не было настолько опасно, то есть, ну, просто были проблемы с другими детьми, с подростками, вот как-то какая-то драка, или тебя могли... другие подростки, другие дети у тебя могли отнять там деньги, еще что-то. Но это не часто было, честно говоря. Я рос уже в более спокойное время. Если бы я был старше на 10 лет, то вот... Нет, ну тогда понятно, да. Вот, но я помню, что ко мне в гости приходили друзья. На самом деле, может быть, с друзьями меня куда-то иногда и отпускали, потому что я помню, что я тоже ходила в гости. А что ты в Москве-то делала тогда, ну, дома? То есть ты типа дома... Ну, вот общалась с друзьями, потому что они могли приходить в гости. Иногда мы ходили в гости, я ходила в гости к друзьям. Наверное, да, в какой-то момент вот в рамках района меня стали отпускать, но ездить никуда нельзя было. Мама, можно к нам сегодня в гости придет Маша? Какая это Маша? Ну, как-то так, да. Плюс, да, я много читала книжек, потому что я была книжным червем, я обожала читать. Созванивались с друзьями. То есть говорили по телефону? Да, много говорили по телефону, потому что интернета тогда еще не было. Как-то так. У меня напоследок расскажу быстро историю. Однажды я чуть не попал в лагерь. Ну, в смысле, не в тот лагерь, не в тот лагерь, который вы подумали, в детский лагерь. Даже, вернее, в санаторий. Санаторий, не детские санатории, это тоже что-то типа лагеря, только оздоровительная такая вещь. То есть ты приезжаешь на 2 недели в лагерь, и вы там играете, общаетесь, но при этом ты занимаешься своим здоровьем, есть какие-то медицинские процедуры, которые ты делаешь, я уж не знаю, какие там, ну, как в обычном санатории. И меня мама туда привезла и говорит, ну вот, смотри, как здесь классно, смотри, вот дети играют в футбол, смотри, вот туда, давай, иди. И в тот момент я такой... Мам, я что-то плохо себя чувствую, у меня температура, у меня плохо, у меня все болит, у меня голова, все, я не могу. А мама, она всегда очень переживала, когда я болел или когда я плохо чувствовал. И она такая, да, ты, наверное, заболел точно, ну ладно, не поедем сейчас, давай в этот лагерь, поехали домой. Я такой, вот, то есть я испугался. Да, ну... Я сыканул. Ох, как. На самом деле, каждую смену, когда я работала в детском лагере, были дети, которые не хотели оставаться. У некоторых реально повышалась температура, начинало что-то болеть, настолько они хотели уехать. Да. Всегда есть период адаптации. Понятно. Если ребенок его проходит, то он остается проводить каникулы в лагере. У нас с тобой не было такого опыта.
У нас не было такого опыта. Друзья, а что делали вы на летних каникулах, когда были детьми? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях, напишите, нам очень интересно будет об этом узнать. Вы, может быть, ездили в лагерь, были у бабушки с дедушкой, оставались в городе или еще что-то. Работали, может быть? Во многих детстве. странах лет с 12-13 там уже какие-то подработки могут быть. Эксплуатирование детского труда? Почему? Да нет, я... Нет, ну такое тоже бывает. Я шучу, конечно. Напишите, действительно, какие у вас были... Как вы проводили лето? Хорошо? До встречи в следующем видео. Пока-пока. Да, сыканул я помню вот это, знаешь, ощущение без мамы буду 2 недели. Стресс. Сыканул, да. И вот мама тоже тогда могла сказать, нет, давай, и, может быть, я бы стал мужиком. Хорошо, что она так не сделала. Ну ладно, это так уж, конечно, мысли.